Приближается одна из самых долгожданных битв в аниме Боруто в этом году, а именно сражение Кашина Коджи против Джигена, который как раз таки восстанавливается после боя с Наруто и Саске. И в принципе это идеальный шанс для Коджи, чтобы одолеть лидера Кары, потому что его тело восстановилось всего лишь на 10%, а соответственно Джиген не сможет использовать и половины того, что показал в бою против дуэта. Всем здорово, Рибентос, и в данном ролике мы поговорим о будущих сериях, в которых и покажут бой Кашина Коджи против Джигена. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. Стоит отметить, что все дальнейшие события, которые будут происходить в аниме, связаны как раз таки с предательством Амадо. И те, кто смотрели трейлер к 212 эпизоду, знают, что Амадо предал Кару, и теперь он направляется в Коноху, чтобы укрыться и перейти на их сторону. Однако перед тем, как уйти из убежища Кары, на пути Амадо и Кашина Коджи стала Дельта, которая уже догадалась, что они оба являются предателями, и именно они подстроили падение дирижабля, тем самым позволив Каваки попасть в Коноху. Но сражения между ними никакого не будет, потому что Амадо просто вырубил Дельту с помощью стоп-слова. Следовательно, можно понять, что каждый, кто был в Каре, просто марионетка Амадо, так как все они были модифицированы. Это и подметил сам Кашин Коджи, поэтому вполне вероятно, что у Кода и Каваки тоже есть стоп-слово, с помощью которого Амадо может моментально их вырубить, как и Дельту. И это уже наводит на очень интересные мысли, однако сегодня не об этом. После того, как они устранили Дельту, Амадо направился в Коноху, а вот Кашин Коджи пошел в убежище к Джигену, чтобы наконец-то заставить Ешики переродиться в его теле. В случае Амадо, то он взял в заложники Шикодая и установил на его шее взрывчатку, которая даже после его смерти взорвется через 48 часов. Хотя, сделаю спойлер, это был всего лишь блеф от Амадо. Никакого Шикодая он убивать не хотел, по крайней мере он так сказал. Выйдя на контакт с Шикомару, он узнает, что Наруто также находится в Конохе, хотя, по его мнению, он должен был быть запечатан в горшке и быть под наблюдением Боро, но он не знал, что Боруто и компания его победили, и это его очень даже удивило. Простыми словами, цель Амадо такова. Он делится всей своей инфой, что знает про Оцуцуки, Карму Десятихвостого и Кару, а взамен на это Коноха должна предоставить ему надежное убежище, потому что, как он уже сказал, он уже одной ногой находится в могиле, так как сбежал от Джигена, а по словам Каваки, он ему не позволял даже оттуда выходить. Впрочем, изначально Амадо кормит нас тем, что мы и так по сути знали, а именно, что Оцуцуки это пришельцы, и их цель посадить и вырастить древо, которое поглотит всю жизнь на земле и даст очень мощный фрукт чакры. Однако дальше пошла новая и очень важная инфа. Десятихвостый изначально является саженцем, и именно он вырастает в божественное древо. Однако, чтобы он начал расти, ему нужна жертва, а если точнее, то он должен захавать одного Оцуцуки, а другой должен присматривать за его ростом. Напомню, что все Оцуцуки ходят парами. В случае Ишики, то его напарником была Кагуя, и он вместе с ней одновременно пришел на землю. А теперь очень внимательно. В 4-м датабуке говорится, что Кагуя пришла на землю одна, в то время как в манге Боруто говорится, что Ишики и Кагуя пришли вместе. Из этого делаем вывод, что 4-й датабук в аниме Боруто уже не актуален, потому что инфа постоянно обновляется. Вернемся к Кашину Коджи, который уже пришел в убежище к Джигену. Сначала между ними завязалась краткая дискуссия, в ходе которой мы узнаем, что Джиген уже давно знал, что Кашин Коджи является предателем, и он отправил его вернуть Каваки лишь для того, чтобы убедиться в этом. И в принципе уже в 212 эпизоде начнется их сражение. А я напомню, что этот эпизод является экранизацией 45 главы манги Боруто, а адаптировать ее будет студия Lynx. Она же адаптировала 203 эпизод, когда Джиген пришел в дом Наруто, чтобы забрать Каваки. Да, возможно, это не самая лучшая студия, однако хорошая рисовка зависит больше от персонала, чем от самой студии. В пример возьмем бой Дельты и Наруто, а я напомню, что это сражение адаптировала как раз таки студия Пьеро, и ничем хорошим мне эта рисовка не запомнилась. Было много критики и недовольных зрителей, поэтому надеяться на крутую рисовку лучше не надо, потому что за 4 года лишь бой против Момошики был действительно крутым, но и частично бой против Джигена. На все остальное было очень
очень сложно смотреть, хотя это лично мое мнение. 213 эпизод будет экранизацией уже 46 главы манги. Здесь Амадо будет рассказывать про карму, как она устроена и как работает. Для многих уже не секрет, что карма — это сжатый файл загрузки Оуцуцуки. И этот файл потихоньку распаковывается в теле человека, как, например, данные Момошики в теле Боруто. Когда все его данные будут полностью перезаписаны, Боруто в прямом смысле превратится в Момошики и просто исчезнет. Хотя, если я не ошибаюсь, то его сознание будет жить глубоко внутри его тела. Большая часть этой серии будет как раз таки сражение Кашина Коджи и Джигена, а Наруто и компания смогут в режиме реального времени за всем этим наблюдать через жабу, которая использует Коджи. Кстати, хочу отметить слова Наруто о том, что Кашин Коджи сражается так же, как и на этом речь Наруто закончилась. Однако понятно, что он сразу подумал о Жирайи, потому что эту фразу он сказал после того, как Коджи использовал стихию огня и бомбы жабьего масла. Но впрочем, все, что любил использовать извращенный отшельник. Однако хочу обратить ваше внимание на то, что Коджи очень часто использует теневые клоны, а я не припоминаю, чтобы Жирайи их часто юзал. Скажу более, теневые клоны — это как раз таки не его фишка, а фишка Какаши. Я, конечно, нейтрально отношусь к теории, что Кашин Коджи это Какаши, но упомянуть об этом, думаю, стоило. Потому что суть Какаши в Боруто для меня непонятна от слова совсем. Но давайте лучше перейдем к событиям, которые будут показаны в 214 эпизоде. Эта серия будет экранизацией 47 главы манги, которая называется «Предначертанная судьба». Скажу сразу, в этой серии мы увидим наконец-то Оуцуцуки Ишики в его истинном обличии. Хотя радоваться сильно и не нужно, потому что вот таким вот будет дизайн Ишики экранизирован в аниме. И у меня просто нету слов. Я как будто бы смотрю на совершенно другого персонажа, который совсем не подходит на роль, чтобы называться сильнейшим в версии Наруто. Но это опять же лично мое мнение. Так как Ишики переродился в теле Джигена, сам Джиген соответственно умер. Хотя мне его искренне жаль, потому что он просто оказался не в том месте и не в то время. Также перерождение Ишики свидетельствует о том, что карма на руке у Каваки должна автоматически исчезнуть, дабы избежать создания дубликата одного и того же существа. В то же время Каваки просто теряет сознание, и Наруто очень сильно за него волнуется. Однако точно так же он переживает из-за самого Кашина Коджи. Он прямо говорит, что он ему не безразличен. Однако все, что будет происходить дальше, Наруто не узнает, потому что жаба-разведчик уничтожена, а соответственно связь прервалась. Ну а дальше нас ждет уже настоящее сражение Кашина Коджи и уже Оуцуцуки Ишики. Но говорить о нем, как по мне, еще рано, поэтому отложим это на другой ролик. В принципе, на этом у меня все. Свое мнение насчет будущего сражения Кашина Коджи и Джигена можете написать, как всегда, в комментариях. Я надеюсь, что данный ролик вам понравился и вы оцените мой труд лайком и также подпишитесь на канал. Также не забудьте, пожалуйста, включить уведомления, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ссылочки на наши паблики в Инстаграме, Телеграме и на беседочку в Дискордике будут, как всегда, в описании. Там же будет ссылочка, где вы сможете помочь нашему каналу развиваться. А с вами был Ванкайф, и я желаю всем удачи. Всем пока.